Всем привет, друзья! Если вы занимаетесь спортом, то наверняка слышали подобное, мол, все эти турнички и качалочка в жизни не пригодятся. И вообще потом у тебя будут суставы болеть, после 50 будешь чуть ли не инвалидом. В этом видео я расскажу и покажу, как спорт помогает мне в жизни, а также проведем эксперимент на выносливость. Если с качалкой еще понятно, люди туда ходят, чтобы накачаться, похудеть, привести себя в форму, то вот крутиться на турничках, по-моему, вообще бесполезно, да? Но начнем с того, что спорт может быть просто как хобби. Вот любит человек крутиться на турничках, и что такого? Другие любят там ездить на рыбалку или играть в доту. Но у нашего с вами хобби есть множество положительных моментов, которые пригодятся в жизни. Во-первых, кто бы что ни говорил, но даже турнички улучшают физическую форму. До занятия воркаутом я был вообще дистрофиком, очень слабым, хилым, постоянно болел. И когда стал тренироваться, то набрал аж 15 килограмм. За 10 лет я ни разу не болел простудой, хотя до спорта я от любого чиха ложился в больницу с воспалением легких. Ну и естественно стал очень сильным и выносливым. Сейчас мы эту выносливость и проверим. В начале мая я провожу ежегодный субботник и убираю свою территорию от мусора. Ох, тяжел христианский труд, от него и конем рос. Все на мне хозяйство дух, пропитался весь говно. Ох, тяжел колхозный труд, на меня жизнь орут. Тут уже все. А тут вот они мы. Горбатские горы наши. Только начало. Там еще вон туда. И там за гаражами огороды. И за оградой. Ну все, ребята, мой субботник окончен. Работал я с 10 утра до 6 вечера, без перерывов. И наскреб целых 19 мешков, 240 литров всякой хрени. Притом я работал целый день без перчаток. И посмотрите сюда, ни одной сорванной мозоли. Все руки целы. 10 лет подтягивания дают о себе знать. Мы анонисты, народ маскулисты. Ой, я хотел сказать воркаутисты. А теперь проверим мою выносливость. Итак, я работал с 10 утра до 6 вечера, даже не кушал и без перерывов. Думаете, я устал и ничего не смогу? Сейчас протестируем. Начнем с простенького. Обычные подтягивания. Я как бы уже размятый, да, то есть целый день все это делал. Подтягивания легко идут. Давайте выход на 2 сразу. Оп. Я могу, в принципе, полноценную тренировку еще сделать. У меня даже спина не болит. Ну давайте еще одну связочку на выносливость, только упрощенную. А то мне завтра еще картоху сажать. Надо силушку там поберечь. Как видите, после целого дня работы на селе у меня хватает сил, даже спина не болит, вообще ни хрена, никакого дискомфорта и никакой усталости абсолютно, вот вообще. Короче, чтобы стать машиной, надо пахать. За недельку до второго я уеду в Комарово, поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И еще, за счет спорта можно получить славу и богатство. Ты можешь участвовать на соревнованиях, побеждать, забирать призовые, стать известным атлетом, ну или просто даже стать блогером и тренировать людей, продавать программы тренировок, всякие там курсы, интенсивы, да, короче, стать инфо-цыганом, вот как я. Чему инфо-цыгане моются, но все равно воняют. Да шучу я, никакой я не инфо-цыган, вы же сами видели, я человек честный, порядочный, тружусь своими руками, поэтому я и бедный. И еще, будучи известным спортсменом и блогером, вы сможете зарабатывать на рекламе. Ну, например, многие спортсмены употребляют спортивное питание, чтобы улучшить свои результаты. И какое же спортивное питание купить сейчас? Конечно же, Добромиль Фит. Этот бренд уже зарекомендовал себя благодаря проверенным продуктам для набора мышечной массы. Обратите внимание на яичный протеин, который идеально сбалансирован по аминокислотному составу. А заказать его и многое другое вы можете по ссылочке в описании. Доставка по всей России.
Так, мы выяснили, что спорт в жизни мне пригодился. Не, ну можно сказать, конечно, что вот я работаю в офисе, и зачем мне эта сила и выносливость, да? Как бы тебе это не пригодится. Но с другой стороны, ты ведешь малоподвижный образ жизни. Из-за этого у тебя нарушается работа всего организма. Проблемки со здоровьем по всем фронтам. Ну и, собственно, про проблемы, да, там, боли в суставах в возрасте. Я думаю, вы согласитесь, что большинство людей не занимаются спортом профессионально. Вообще мало кто спортом занимается даже на любительском уровне. Но к старости почти все имеют проблемки. И большинство людей, у которых болят суставы в старости, как раз таки вели малоподвижный образ жизни. Например, мой дед всю жизнь занимался спортом и в 60 лет крутил солнышко на турнике. Сейчас ему 86, и у него ничего не болит. А бабушка никогда в жизни спортом не занималась и имела лишний вес. И теперь у нее очень сильно болят колени, да так, что она еле ходит. При малоподвижном образе жизни нарушается кровообращение в суставах, и они постепенно деградируют. Поэтому как раз таки у спортсмена ничего не будет болеть в старости. Единственным исключением здесь может быть только те спортсмены, которые реально натравмировались. То есть занимались спортом профессионально, на износ, получили какую-то, возможно, физическую травму при падении, выполнении упражнений и так далее. Но даже в этом случае спортсмены оперируются, восстанавливаются и чувствуют себя лучше, чем те, кто спортом никогда не занимался. Короче, шах и мат по всем фронтам. Но все же спортсмены любят перебарщивать, да, ради результатов они готовы на все. Например, употреблять всякую химозу, да, всякие добавки, препараты, которые опасны для жизни. Об этом я снял дополнительное видео на Boosty. Вы можете перейти по ссылочке в описании, поддержать мой канал и смотреть эксклюзивные выпуски. И тогда, возможно, когда-нибудь мне хватит денег, чтобы покупать картошку, а не сажать ее. Андрей, хватит балаболить, пойдем работать. Идем. В недельку до второго я уеду в Комарова поглядеть. Зеленая это семенная, вот давай. Семенная, сейчас перебирать будем. Видать, да, тонкой веревкой вытянул и без прищада. Сила анонимус. Что у нас? Подполье она перестраивала, протекает. Все сгнило. Мать. Есть хоть семенная, а? Ладно, ребята, увидимся в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал. Всем пока.